Пожилой мужчина по имени Николай Сорокин уже много лет жил одиноко на окраине леса в Саянских горах. Зима здесь тянулась долго и была суровой, но в ясные дневные часы солнце ненадолго смягчало холод. В такие моменты Николай, как обычно, выходил за дровами к заснеженному склону неподалеку от своего старого деревянного дома. В тот день тишина вокруг была особенно глубокой, слышался лишь хруст снега под ногами. У подножия склона, рядом с выступающими из снега камнями, Николай заметил неподвижное серое пятно. Сначала он решил, что это погибшее животное, но, подойдя ближе, различил густой мех с характерными пятнистыми узорами. Перед ним лежал взрослый снежный барс по кличке Туман. Хищник был сильно истощен. Ребра проступали под мокрой, покрытой льдом шерстью, глаза были полузакрыты, а дыхание едва заметно. Задние лапы находились в неестественном положении и были испачканы засохшей кровью. Николай с осторожностью коснулся зверя длинной веткой и понял, что барс еще жив, но находится на грани. Понимая, что сам он помочь не сможет, Николай немедленно связался с сотрудниками заповедника. Спустя некоторое время на склоне появились инспекторы Антон Лебедев и Роман Ершов. Они быстро и аккуратно осмотрели животное и пришли к выводу, что барс сорвался со скалы, сломав обе задние лапы, а затем долго лежал на морозе без пищи и воды. Решение было принято сразу. Тумана усыпили, уложили на специальный настил и доставили в Центр спасения диких животных. Там обследование показало серьезные переломы, но, к счастью, внутренние органы не пострадали. Лапы зафиксировали, ввели обезболивающие и начали длительное лечение. В теплом вольере барс постепенно пришел в себя. Он с трудом ел, много спал, но с каждым днем становился крепче. Через несколько недель его перевели в просторный полудикий вольер, где он осторожно делал первые шаги по снегу и камням, вновь привыкая к движению. Прошло еще немного времени, и Туман полностью восстановился. В день выпуска в горах снова лежал чистый белый снег. Барс, не оглядываясь, ушел в сторону скал, а Николай, наблюдая за этим издалека, понял, что обычный зимний день стал для него и для зверя началом новой жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.